Российский пародист Максим Галкин уже больше месяца находится в самой комфортабельной тюрьме Израиля «Дом Солнца». Однако его пребывание в тюрьме можно сравнить с отдыхом в трехзвездочном отеле. Двухкомнатная камера, интернет, телевидение, четырехразовое питание. О такой тюрьме можно только позавидовать. Также Максим Галкин на 4 часа в день может выезжать в город, чем он и успешно пользуется. За это свободное время Максим Галкин катается на велосипеде и выходит на связь со своими подписчиками. Во время общения с фанатами Максим Александрович упорно опровергает свой арест и выдвигает антиполитические лозунги против российской власти. Напомним, что прошло уже больше месяца со дня трагической и таинственной смерти израильского бизнесмена, врача и топ-модели Арака Майяма. Все это время главный виновник происшествия Максим Галкин давал путанные показания, и израильской полиции сложно было восстановить причину смерти. Однако, судя по информации, которая поступила сегодня, финал дела близок. Как заявил адвокат российского пародиста Мурат Мусаев, все становится на свои места. Максим признался, что, завтракая в ресторане, сам покупал и предлагал спиртное Араку Майяму. Однако Араку Майяму было 35 лет, он совершеннолетний, и это вряд ли может считаться тяжким преступлением. Многих волновал вопрос, почему Максим повез Арака на берег моря, а не к нему домой. Однако и здесь российскому пародисту удалось отвертеться. Максим заявил, что израильтянин сам попросил его отвезти на море, чтобы тот освежился. И с этим тоже трудно поспорить, ведь Арак Майям был профессиональный пловец. Но и последняя ситуация, которая напрямую делала российского пародиста виновником преступления. Максим и Арак вместе пошли купаться в море, но обратно на берег вышел только российский пародист. Однако то, что произошло в действительности между двумя мужчинами в морской пучине, узнать уже не представляется возможным. Как заявил известный российский адвокат, в Израиле не существует статьи за трусость и подлость. Как заявляет сам Галкин, он первый вышел на берег, работал с документами и вспомнил про Арака лишь через 20 минут. Сегодня российская пресса открыла секрет, сколько же может стоить свобода Максима Галкина. Стало известно, что близкий друг звездной семьи, российский миллиардер Михаил Прохоров, согласен вложить $1,5 миллиона в развитие израильского шоу-бизнеса. Услышав об этом, отец Арака Майяма грозно ответил известному миллиардеру: «Не смейте торговаться на гибели моего сына. Нам нужна только правда». На завтрашнее число назначено финальное рассмотрение дела Максима Галкина, в котором выяснится дальнейшая судьба российского пародиста.